is big enough, you know. You could at least try to start using the word please, and maybe then. Жизнь безостановочно и неумолимо идет на меня, как волна на берег. И не только моя собственная. А в конце концов, разве я знаю, где кончается моя жизнь и начинается чужая? Я чувствую, как другое бытие входит в мое, словно воздух в окна и двери, словно воды притоков в реку. И я не могу разминуться с человеком. Ты не только идешь рядом со мной, ты влезаешь в меня, внутрь. Ты бросаешь в мое сердце, как собственный тайник, свои страдания и свои боли, разбитые надежды и свое отчаяние. Повсюду я встречаю твой взгляд, и глаза твои любопытные, жадные вонзаются в меня, и ты сам, во всем своем разнообразии, своих цветов и форм, застреваешь в моем зрачке. Я не могу разминуться с тобой. Я не могу быть одиноким. Да и какое тебе дело до того, что ты меня терзаешь? Ты хочешь быть моим повелителем, хочешь овладеть мною, моими руками, моим разумом, моей волей и моим сердцем. И я живу не так, как хочу, а так, как говоришь мне ты, своими бесчисленными нужно, бесконечными должен. Почти всю мою жизнь раньше, да и сейчас периодически люди вокруг говорили мне, как жить. Кем мне лучше быть, как себя вести, как выглядеть и одеваться, когда заводить ребенка, о чем думать и как жить. Почти каждый, кому не лень, даже незнакомый мне человек, комментировал меня, зная, как будет лучше, как объект, как будто бы нуждающийся в этом. Люди почему-то хотят, чтобы каждый совпадал с их границами правильного. И это мне всегда казалось так странно, потому что я думала именно то, что каждый из нас индивидуальный и разный, и делает жизнь и общение таким захватывающим. Мы осуждаем, навешиваем ярлыки, пытаемся загнать друг друга в рамки, вместо того, чтобы делиться опытом и узнавать жизнь с разных сторон. Почему мы так боимся всего, что выходит за пределы привычного? Почему так трудно просто принять, что все мы разные? Я помню много ситуаций, которые доводили меня до совершенно абсурдного состояния непонимания. Разве со мной что-то не так? Я задавалась этим вопросом достаточно часто. В школе, в колледже, в новых компаниях, да и в принципе всегда. Страх, стеснение, зажатость, и я всегда была не такой для людей вокруг. Либо же я стала не такой, потому что чувствовала давление общества. Ведь я не обязана быть чьим-то отражением. Я хочу быть собой, даже если это не укладывается в шаблоны. Я думаю, все изменилось в тот момент, когда я начала принимать любовь и смотреть на себя не как на врага, а как на друга. После годов взаимодействия со своими комплексами и поисками себя я наконец-то нашла что-то близкое к своему. И в некотором смысле благодаря другим людям, которые замечали во мне красоту там, где я ее не видела, хоть я и долго сопротивлялась. Принимая себя, мы заново учимся дышать, заново учимся жить. Когда ты перестаешь быть зацикленным на том, как выглядишь, на том, что о тебе подумают другие, ты наконец-то становишься свободным. Ты начинаешь замечать, как вокруг много красоты, что жизнь есть здесь и сейчас. Чувствовать природу, понимать других людей и слушать себя. Все вокруг тогда обретает новые краски, и поэтому иногда мне кажется, что в 20 я только начала жить. Мнения людей уже не задевают меня как раньше. Я стесняю себя куда меньше, и у меня достаточно смелости, чтобы рисковать. Я больше не хочу подстраиваться, чтобы быть удобной, не хочу сжиматься до чьих-то ожиданий и втискивать себя в чужие рамки, заглушать свою интуицию ради чужого правильного. Разве в этом есть смысл?
Пожалуй, самым сложным и пугающим аспектом в поиске своего для меня было создание гардероба, который мог бы хоть немного выразить меня. Ибо это всегда было так недосягаемо понять, как рассказать о себе таким способом. Я считаю это важным аспектом, потому что одежда — это способ показать миру, кто ты, еще до того, как ты начнешь говорить. Но как понять, каким ты хочешь быть увиденным, когда долго не чувствуешь связи с собой, когда просто не слышишь свой собственный голос? Честно, так было и со мной. Я часто чувствовала, будто надеваю не свое, как будто примеряю чужую роль. И каждый раз после шопинга возвращалась домой с легким разочарованием. Создать гардероб, который отражает меня, это значит сначала найти эту меня. А это путь, иногда путанный, иногда почти невидимый. Но я стараюсь его найти. Долгое время я просто ходила в больших футболках, потому что не знала, что носить. И, если честно, боялась попробовать новое. Я не носила многие вещи, то ли потому, что не представляла себя в них, то ли просто потому, что никогда не мерила. Как, например, юбки. Мне даже не приходило в голову, что я могу быть разной. Сейчас я стараюсь одеваться как чувствую, в зависимости от настроения и атмосферы. Мне нравится необычная одежда, которая несет что-то в себе, которая не кажется скучной и подходит к моему миру. И я все еще ищу свой образ, стиль, и порой, я бы сказала даже часто, многие мои образы после того, как я уже их надеваю, кажутся мне ужасно странными и неловкими, но я позволяю себе это пережить без стыда, как раньше. Со временем я поняла, что это и есть та свобода. Позволить себе искать и быть в процессе. В конце концов, никто не знает, как правильно, мы просто живем, пробуем, меняемся, и этого должно быть достаточно. Я не говорю, что знаю истину, я просто хочу жить свою жизнь и дать каждому делать то же самое. Без ожиданий, без шаблонов, без необходимости все время соответствовать, потому что каждый из нас — это история, которая все еще пишется. Иногда с ошибками, с поправками, с рваными страницами, но все равно особенная и своя. Быть собой и позволить себе меняться не ради кого-то, а ради внутренней правды, ради комфорта внутри. И я учусь этому каждый день. И если ты тоже, знай, ты не один. Мы все ищем, и этого уже достаточно. No apologies for days and weeks. A promise is big enough, you know. You can at least try to start using the word please, and maybe then we could start over by being friends. Don't try, don't try to deny it. You know it's true. You know it's true. The shame is on you. Oh. Каждый совпадал с их границами правильного. И это мне всегда казалось так странно, потому что я думала, именно то, что каждый из нас индивидуальный и разный, и делает жизнь и общение таким захватывающим.